В 2016 году в Санкт-Петербурге приключилась целая история, способная поспорить с голливудским блокбастером. Зима тогда выдалась теплой, льда почти не было. Из-за этого новорожденных детенышей нерп часто уносило от матерей и выбрасывало на берег. Пилот Сергей Бакалдин нашел одного из таких малышей и решил спасти его во что бы то ни стало. На переднем сидении машины Сергей вез телененка 200 километров. Только приехав к ученым, Сергей узнал, что весил малыш всего 4 килограмма. Имя нерпененку дали соответствующее – в честь острова Микёрики с приставкой «Нано». Нано Микёрики начал самостоятельно есть рыбу, набрал вес, а после научился охотиться самостоятельно. Подросшего нерпенка отпустили, но вспоминают его до сих пор. В сегодняшнем выпуске мы покажем, как живут эти удивительные животные. Вы узнаете, почему мордочки нерп кажутся людям такими трогательными и милыми, и как на самом деле эти неуклюжие, на первый взгляд, млекопитающие умеют приспосабливаться к жизни и на суше, и в воде. А если вы досмотрите наш выпуск до конца, узнаете, для чего нерпам нужны мощнейшие когти, как их самки приостанавливают беременность и кто является их главным врагом. Поехали! Нерпа – это самый маленький вид тюленя. Длина тела ее в среднем составляет 1,5 метра, при весе до 100 килограммов. При этом самая маленькая среди подвидов нерп – ладожская. Она вырастает в длину не более 135 сантиметров, при весе в 40 килограммов. В целом нерпы обитают в холодных и умеренных водах Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов, а также в больших озерах и внутренних морях. В зависимости от места обитания выделяются такие подвиды, как Каспийская, Байкальская и Ладожская нерпа. Все они являются живыми реликтами, сохранившимися на Земле еще с конца третичного периода, то есть больше 2 миллионов лет. А Байкальская нерпа и вовсе уникальна. Она не встречается больше нигде в мире, кроме озера Байкал. При этом некоторые ученые предполагают, что все виды этих животных связаны друг с другом общим происхождением. Причем общими родоначальниками считаются кольчатые нерпы, которые примерно 2 миллиона лет назад мигрировали в Байкал и Каспий и там эволюционировали в 2 новых вида. Внешне нерпы похожи на тюленей. У них веретенообразное туловище, небольшая голова и конечности, превратившиеся в процессе эволюции в ласты, благодаря чему эти животные превосходно плавают и ныряют. Шея у нерпы почти незаметна, а туловище просто переходит в небольшую голову. Но самая главная особенность – темные, огромные и очень выразительные глаза. Особенно милыми кажутся глаза у детенышей. Они кажутся еще более контрастными на фоне светлой шерсти и придают маленькой нерпе сходство с каким-то инопланетным существом. Устроены эти умильные глазки довольно хитро. Благодаря 3 веку нерпы могут плавать и нырять без опасения повредить глаза. А вот на открытом воздухе глаза нерпы имеют обыкновение слезиться, из-за чего создается впечатление, что животное плачет. В теле нерпы имеется большая жировая прослойка, помогающая этому животному выживать в суровых условиях холодного климата и не замерзать в ледяной воде. Это особенно важно для кольчатой нерпы, которая живет в Арктике. Встречается она в морях Северного Ледовитого океана от Баренцева и Белого морей на западе до Берингового моря на востоке. Обитает она и в Охотском, и Балтийском морях, Татарском проливе, Финском заливе и Ладожском озере. По Неве поднимается иногда до Санкт-Петербурга. Больших регулярных кочевок этот вид не совершает, а зимний период обитает на льдах. Нерпы ведут оседлый образ жизни. Обычно они проводят весь год в одном районе. Колонии не образуют, предпочитая жить уединенно. В стаи собираются только летом. Тюлени образуют группы до 50 особей во время обустройства лежбищ, а поздней осенью в одиночестве уплывают на дрейфующих льдинах вглубь моря. Удивительный факт. Нерпа умеет приостанавливать беременность. Это происходит, если наступают неблагоприятные условия для развития плода. Например, не хватает еды. В этом случае зародыш не погибает, а впадает в анабиоз, который продолжается до следующего брачного периода. В редких случаях после этого нерпа может даже родить 2 малышей. Кстати, их из-за белого меха называют бельками.
Пока нерпенок живет с матерью, он не погружается в воду, а обитает в логове. Белоснежный окрас позволяет ему оставаться незаметным на снегу. И лишь когда его шерсть темнеет, детеныш становится крепче и выходит из укрытия. Байкальские нерпы кормят детенышей молоком, жирность которого достигает 60%. Все потому, что они питаются особой рыбой – голомянкой, которая почти полностью состоит из жира. Вообще молоко нерп настолько питательно, что детеныши после рождения стремительно набирают вес. Они могут увеличить его с 5 до 30 килограммов всего за несколько месяцев. Не стоит считать, что нерпы – эдакие милые плюшевые игрушки. Их когти настолько острые и мощные, что с их помощью эти животные могут пробить толстый лед и сделать продухи – отверстия для дыхания. Именно по когтям, кстати, можно подсчитать возраст животного. На них при линьке появляются годовые насечки. Да и вообще нерпа, несмотря на то, что на суше выглядит порой неуклюжей, настоящий подводный выживальщик. Например, байкальская нерпа способна разогнаться до 25 км в час и задержать дыхание на 40 минут. При этом нерпа способна погружаться на глубину до 200 метров и выдерживать давление в 21 атмосферу. На суше у нерпы множество врагов. Ей не прочь поживиться белые медведи. Охотятся на них также лисицы, росомахи и волки. А иногда эти тюлени становятся добычей моржей. Большие полярные чайки и песцы устраивают охоту на их детенышей. В воде у байкальских нерп врагов нет, а вот другим видам может грозить опасность со стороны касаток и гренландских полярных акул. Человек также представляет большую угрозу для вида. Нерпа до сих пор считается источником ценного мяса и шкуры. И хотя нерпы занесены в Международную Красную книгу, они имеют статус вида, вызывающего наименьшие опасения. А вот в Красную книгу России вид не внесен. На этом наш выпуск подошел к концу. Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Но прежде чем мы попрощаемся с вами, расскажите, что вы думаете о способностях нерпы. Может быть, вам доводилось видеть ее в дикой природе или даже добывать их? Обязательно расскажите об этом в комментариях. Не забудьте поставить лайк, если выпуск вам понравился. Подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и активируйте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!